Всем привет! Наконец-то мы смогли собрать, по моему мнению, два самых популярных минивэна в мире. Kia Carnival и Toyota Sienna. Причем оба у нас практически в максимальных комплектациях, точнее в максимальных, но нет каких-то мелочей в виде какого-нибудь доп-пакета. Сейчас вы увидите все, на что способны эти автомобили, и мы наконец-то узнаем, какой минивэн может заслуживать статус лучшего. Поехали! В моем понимании минивэн это гибрид. И если Sienna у нас и так идет только гибридная, то Carnival может быть бензиновый. Именно такой у нас сейчас здесь, но я бы все-таки рассматривал именно сравнение гибридов. Стоимость этих автомобилей начинается примерно с 40 тысяч долларов. Разница 100-200 долларов у них. И заканчивается на 57-58 тысячах долларов. 162 миллиметра клиренс у Sienna и 173 у Carnival. Внешний вид, если мы говорим обобщенно и не углубляемся в какие-то детали, моменты и вот эти вот линии кузова, то Sienna более сдержанная, такая уже более зрелая и понятная, но никак не вычурная и не пафосная. Carnival же в этом случае чуть больше пафоса имеет. Более такой молодежный, более заряженный с точки зрения всяких интересных систем, которые не влияют на движение автомобиля. Ребята, сегодня я хочу вас познакомить с цифровым тестером автомобильных аккумуляторов. Очень простая в использовании вещь, не требует установки никаких дополнительных приложений, даже батарейки здесь никакой нет. Просто взяли и используете и получаете сразу всю информацию. Первое, что нам нужно сделать, это подключить зажимы к клеммам. Красный к плюсу, а черный к минусу. Прибор сразу же включился. И первое, что он может делать, это батарейный тест. Мы можем определить здоровье батареи в процентах, насколько она еще жива по сравнению с новой. Также мы можем определить уровень заряда аккумулятора в процентах. Нажимаем Quick Test, выбираем количество ампер на нашем автомобиле. Это 70 ампер в час, естественно. И нажимаем Enter. Происходит тест. И мы получаем все данные. Емкость аккумулятора 100%, уровень заряда 99%, internal R – это внутреннее сопротивление аккумулятора, и если оно до 5 миллиом, то это очень хорошо. У нас 2,95. И rated – это номинальный пусковой ток, заявленный производителем аккумулятора. Также с помощью этого прибора мы можем делать cranking тест. Это сила тока, которую аккумулятор выдает при запуске двигателя. И если это показание меньше 9,6 вольта, то батарея с трудом потянет холодный запуск. Заводи. Результат нормал, это значит все хорошо и вам не стоит переживать. Еще можно делать charging тест. При нем нужно будет поддержать высокие обороты у автомобиля. Этим видом теста мы проверяем генератор. И нормальное напряжение зарядки считается от 13,5 до 14,8 вольт. Тесты можно проводить и на батареях, которые не находятся в автомобиле. Такой прибор многим будет полезен. А ссылку на него я оставляю в описании, заказывайте. И вы всегда будете знать всю информацию о состоянии батареи вашего автомобиля. Оптика. На Sienna у нас просто LED-оптика. Без всяких проекционных моментов, дополнительных линз и всего остального. Это хороший, добротный свет, но если мы будем в лоб сравнивать это с Carnival, то здесь уже все гораздо интересней, более точечный пучок, есть проекционная история в фарах, и в целом они более современные и светят получше. У Sienna у нас кочерга, легендарные, я не побоюсь этого слова, 2,5 литра, это у нас атмосфера, 245 лошадиных сил, плюс 2 электродвигателя, естественно, мощность у нас это вся в совокупности, электронный вариатор, никаких переключений передач, сумасшедший расход в 6,5 литров, полный привод и, естественно, никаких карданов, ничего. Задняя ось включается за счет электромотора только. Я не знаю, насколько это великолепно, но все владельцы Sienna и все, кто на ней когда-либо ездил, понимают, что техническая часть, как коробку поженили с двигателем, это все просто великолепно. Это сумасшедшая какая-то история, я не знаю, что здесь добавить. Если где-то придумали идеальное с точки зрения технологии,
технической части, то для минивэна идеальная техническая часть — это Toyota Sienna. Порядка 8 секунд до сотни, что для минивэна явно неплохо. 3,5 литра, едет он примерно на секунду быстрее, где-то за 7, а гибрид будет иметь примерно такую же динамику, как и на Sienna. 3,5 у нас компонуется 8-ступенчатым автоматом, а гибрид 6-ступенчатым автоматом. Карнивал — это только передний привод, поэтому если вам нужно проезжать в каких-то сложных условиях, если вы из каких-то зимних регионов, то, скорее всего, Карнивал вам сразу не подходит в сравнении с Sienna. Если мы говорим о гибридной установке, это 1.6 турбо, сравнивая с Sienna, там 2,5 литра, и это у нас атмосфера. Динамика примерно та же, 8 секунд, но 1.6 явно будет иметь меньшую ресурсность. У бензиновой версии расход порядка 12 литров, 11-12, а гибридная версия примерно на пол-литра, может быть на литр, больше, чем Sienna расходует. Электронный вариатор, и в случае с гибридом 6-ступенчатый автомат, это тоже разница. Здесь у нас, как вы видите, уже есть упор, не кочерга. Задняя часть, наверное, самое важное, это то, как мы можем распределить пространство в минивэнах. И давайте посмотрим, что у нас по багажному пространству. И сразу хочу сказать, Карнивал здесь выигрывает. С разложенным третьим рядом мы получаем 950 литров в Sienna. Большая ступенька. Здесь же есть розетка. И очень интересная история, сразу про нее вам расскажу. Это секретка, и они идут в комплекте. Но не всегда. Мне эту интересную информацию рассказал Алекс, который в Нью-Йорке, в Бруклине продаст вам любую Тойоту, в том числе эту Sienna. Все контакты на него в описании. Эти секретки есть далеко не везде, и ее ни в коем случае нельзя терять. Потому что у Алекса же была такая история, когда его клиент потерял ее где-то и потом потратил очень много денег, чтобы все это восстановить. Если мы складываем третий ряд, то получаем чуть больше 2000 литров. Не сказал бы, что прям ровный пол, но вот сами оцениваете. Есть какие-то петли, да, что-то вы, какие-то моменты видите. И здесь же вы можете наблюдать USB Type-C для третьего ряда и подстаканники. А подстаканников в Sienna просто сложно посчитать. До 18 штук в зависимости от комплектации. Когда мы складываем максимально туда вглубь сиденья второго ряда, уже они у нас капитанские, то получается 2800 с лишним литров. В Карнивале же при разложенном третьем ряду у нас 1140 литров, чуть больше, но вся эта композиция точно такая же. Углубление, ниши, также есть розетка, но тут еще есть дополнительный прикуриватель. В такой конфигурации примерно на 100 литров больше, чем в Sienna. Но визуально и как-то с практической точки зрения вряд ли вы это отличите. Но есть важный момент. В Карнивале можно полностью снять второй ряд, и у вас получится около 4000 литров. В Sienna же этого сделать нельзя. Там сиденья несъемные. Подстаканники по 2 штуки для третьего ряда, но по одному USB. Капитанские кресла в Sienna — это не роскошь, а потребность. Вы можете разложиться так, как захотите, и вам точно будет комфортно с любой антропометрией. Сиденья у нас с механическими регулировками. Размер атаманки, ну просто посмотрите, что это. Отдельный диван целый. Комбинированная кожа, перфорация, подлокотники с двух сторон, черная крыша, отдельная климатическая установка для второго ряда, подогревы сидений, управление климат-контролем. Нет никакого пластика, кожа, да, будет пачкаться и все остальное, но есть такие достаточно большие карманы. И самое интересное, наверное, что у нас может быть в максимальной комплектации, чего вы, скорее всего, не видели. Пылесос. Я не буду сейчас включать, потому что это новое все и запаковано, но сюда мы вставляем и просто везде здесь пылесосим, где хотим в автомобиле. То есть вам не нужен никакой отдельный пылесос, тут разные насадки есть. И мне кажется, это просто шикарная фишка, чтобы не париться вот с этими всякими пылесосами, не переживать за их зарядку, мощность. Для минивэна, мне кажется, что это как никогда актуально. Второй супер момент — это холодильник. Причем холодильник как для напитков мы можем выставить температуру, так и для мороженого. Разные температурные режимы. Холодильник. Вот его глубина, небольшие бутылки, мороженки, все это доступно. 2 подстаканника — это у нас для второго ряда, это не для первого, у них там свои. И еще по одному подстаканнику на двери. Помимо ручек и возможности закрыть дверь таким образом, естественно, и водитель ее может закрыть. Еще вот здесь есть кнопка, также с кнопки можно закрывать. Карнивал. Здесь у нас диваны, не капитанские кресла, но они здесь также доступны. То есть можно установить капитанские кресла, подстаканники, такая небольшая ниша. Третье сиденье выполняет эту роль. Мы можем его разложить. В таком случае у вас уже не будет подлокотника, но подстаканники вот здесь для задних пассажиров остаются. Также спинки
Закрытый пластиком, это, конечно, в корейцах мне нравится больше, чем просто открытая кожа в японцах. Есть сетки и дополнительно тканевый кожаный карман, полноценная розетка, прикуриватель и просто небольшая ниша. Также USB Type-C в сиденьях. Это тоже стандартная история для корейцев. Как мы можем закрыть Carnival? Два способа. Или за ручку, или вот здесь нажать кнопку. Управление климатом есть у второго ряда, но оно только сбоку, и получается, что пассажир, который сидит там, уже ему не так это удобно делать, как в Сиенне. Плюс тут есть камеры на задних пассажиров, сейчас я вам ее покажу, это такой тоже достаточно интересный момент. И есть люк отдельный для задних пассажиров, который мы можем открыть. Сиенна у нас построена на платформе TNGA-K. Это RAV4 Highlander, та же самая платформа. Очень такой плавный, комфортный, мягкий автомобиль. Управляемость у Сиенны максимально расслабленная и изолированная. Руль легкий, без выраженной остроты. И получается, что эта машина больше ориентирована на комфорт, чем на драйверские ощущения. Память сидений и руля, два профиля, то есть полностью электрорегулировки. Хороший диапазон. Вот это пластик, а не дерево. Подстаканники, раз, 2, 3, 4. Беспроводная зарядка, целая панель. Также люк, черная крыша. В целом Сиенна даст приятное ощущение от того, что вам комфортно. У вас есть полный привод, вы не переживаете, что вы где-то застрянете. Но супер драйва не ждите. Гарантия 3 года или 36 тысяч миль. И гарантия на силовой агрегат 5 лет или 60 тысяч миль. У Carnival, сразу скажу больше, у Carnival 5 лет или 60 тысяч миль – это гарантия на все, а на силовой агрегат 10 лет или 100 тысяч миль. Здесь скорее, конечно, с точки зрения гарантии уделывает. Carnival у нас построен на платформе N3, это та же самая платформа, что у Kia Sorento и Kia K5. Здесь уже руль более острее, информативнее, подвеска пожестче, соответственно, на каких-то не очень ровных участках дороги будет менее комфортно. Она более такая сжатая, плотная. Это я в целом про ощущения от Kia Carnival. Более острый руль, больше драйва, если можно так сказать, хотя динамика разгона особо-то как бы никак и не отличается. Здесь уже современней вот этот весь салон, больше такой хай-тек. Два профиля памяти сидений. Здесь есть такой интересный момент. Я могу наблюдать за пассажирами. Вот сейчас вы видите моего оператора Ироги, он вам всем машет. И вот за детишками, ну, более удобно можно посмотреть. Я не скажу, что это какая-то киллер-фича, но это какое-то дополнительное удобство. И вот за оператором также за своим можно следить. В остальном диапазон регулировок, посадка, все это достаточно комфортно. Да, подстаканников тут уже меньше. Беспроводная зарядка есть, но само пространство в Сиенне сделано как будто бы у тебя уже 100 лет опыта. Они там уже понимают, надо делать не просто красиво, надо делать функционально, потому что это минивэн. У Kia же опыта поменьше, и они делают все больше красиво, чтобы вы влюбились в эту машину, чтобы вам вау, понравилось, вы такая молодая семья с 30 детьми, купили этот автомобиль и поехали. Про гарантию я уже сказал, но не сказал про ликвидность. В этом же случае Сиенна супер ликвидный автомобиль, вы продадите ее за один день в любом месте мира. С Карнивалом будет подольше, хотя спрос на него также есть. Ну и в цене он теряет, само собой, побыстрее. Это не божественная Toyota. Друзья, пишите в комментариях, как вам и что вам больше нравится, что бы вы купили или чем уже владеете. Toyota Sienna или Kia Carnival. А если вы захотите приобрести себе Kia, то ссылку также на русскоязычного менеджера, который вам все расскажет, покажет, объяснит и оформит в лучшем виде, я оставляю в комментариях. Всем спасибо, пока!